Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. В сегодняшнем видео хочу рассказать об изготовлении восковых мисочек для маточников и крепления их. Значит, я применяю шприцевую технологию и восковые мисочки креплю на поршни от шприцов, на донышки поршней. И сейчас я вам покажу. Значит, для изготовления восковых мисочек я пользуюсь таким шаблоном. Показывал я в предыдущем видео об изготовлении таких шаблонов. Это у меня из дуба шаблон. Значит, предварительно этот шаблон замачивается, не знаю, минут там 15 можно замочить в воде. И водичка такая холодная постоянно должна быть. Значит, предварительно обязательно макнуть в воду, немножко капельки стереть, так, чтобы не было лишней воды. И 3-4 раза я погружаю в воск. Воск должен быть при температуре где-то около 70 градусов. Но это все на глаз, это все, по крайней мере, он не должен кипеть. И вода, которая тут на водяной бане, вода тоже не должна кипеть. 3 раза я погрузил, чуть-чуть подержал, и уже можно снимать эту восковую мисочку. Я ее снял. Она легко снимается, если... После этого еще раз я шаблончик опускаю в воду, в холодную воду, стираю капельки и еще раз одеваю теперь восковую мисочку. Я ее одел. Теперь беру, значит, донышко поршня от шприца. Его раза 3 погружаю в воск, в горячий воск, и также погружаю раз или 2 раза уже эту мисочку. После этого немножко держу и уже креплю. Если там воска мало, она не держится, я еще раз погружаю это дело все в воск. Немножко держу и еще раз креплю. Тогда уже крепление более надежное. Но надо зафиксировать и некоторое время так подержать. Потом отпускаешь и опять же несколько секунд надо подержать, пока воск хорошо застынет. Иначе мисочка оторвется. И все, через некоторое время уже можно снимать. Так снимается мисочка. Крепление достаточно ее надежное. Воска там достаточно. Так получается. Я уже тут изготовил такие мисочки и прикрепил. Процесс этот, я не знаю, там пользуются, конечно, целыми такими конструкциями из нескольких таких шаблонов для того, чтобы ускорить процесс. Но для меня этот такой вопрос вывода маток и подготовки к этому процессу, этот процесс творческий, и я получаю от этого удовольствие, и я наоборот хочу в некоторой степени даже продлить этот процесс, чтобы получить такое удовольствие от этого процесса. Поэтому еще это связано с тем, что маток я вывожу немного для своей пасеки. Это может десяткам 2 там измеряется. Поэтому я говорю, для меня это не составляет большого труда. Я показал на пару мисочек. И тут еще один момент. Значит, задавали мне в предыдущих видео, я уже показывал изготовление таких мисочек и крепление, и мне задавали вопросы, насколько надежно крепится такая мисочка. Я уже показал, насколько надежно. То есть, в принципе, сорвать ее очень сложно. Если уже ее прикрепили туда, то сорвать сложно. Но кроме того, я покажу, здесь есть у меня ряд мисочек, которые где-то порядка суток пробыли в улье, в семье.
были там личинки, я прививал, но пчелки не приняли эти личинки. Но я просто хочу показать, как дополнительно пчелки потом закрепляют эти восковые мисочки. Вот, насколько они их надежно потом крепят. Бывает, что они совсем тут застраивают это все. То есть вот порядка суток проходит, и уже вот насколько застроенная вот эта восковая мисочка. Так что ну, такая технология крепления достаточно надежная. Ну вот то, что о чем я хотел рассказать. Ну и такой интересный момент, значит, я вот при изготовлении этих мисочек, у меня был шаблон вот такой, и случайно он попал сюда в воск. И вот полностью, ну я его достал, конечно, а теперь у меня вопрос. Вот как соскрести или убрать этот воск с этого шаблона? Ну, у меня варианты такие, значит, ну первое сразу соскрести. Ну, соскрести, конечно, тут очень гладенькая поверхность. И поверхность эту придется повредить, если я просто ножом буду соскребать. Ну, вариант такой, в морозилку засунуть. Воск, по идее, должен там, значит, заморозиться и такой, легче оттуда его достать будет, этот воск. Вот второй вариант. Ну и третий вариант такой, что возможно вообще в кипящую воду вкинуть, и воск, по идее, должен всплыть, а шаблон остаться. Ну вот, я не знаю, у кого какие будут предложения, напишите мне в комментариях. Я буду благодарен. Ну вот все, что я сегодня хотел рассказать. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока!